Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, пасьянс. Ваше будущее до конца сентября. Пасьянс, неожиданности и сюрпризы. Давайте узнаем подсказки карт. И, как я и обещала, есть видео на сентябрь. Мы говорили, тоже раскладывали пасьянс. И я озвучила, что это только середина месяца. Почему? Вот как раз окончание сентября, скорее где-то последняя декада, последние 10 дней, может быть 12, они отличаются от энергии, которые были в начале. И положительный момент в том плане, что мы будем реалистами, и нам как будто помогает Меркурий, который находится в знаке зодиака Дева по 26 число. И если существует поговорка «сколько ни говори, халва, слаще не будет», то вот это как раз про реалистку Деву, и мы где-то будем в этих энергиях. Но если вторая половина, важное событие. Первое, на мой взгляд, 18 сентября лунное затмение в рыбах. И это не есть какой-то один пункт, один день. Это своеобразная программа, которую мы будем закладывать, ну, практически на 2 года последующие. И управитель рыб Нептун, он тоже находится в ретро-движении. У нас в течение всей осени большая ретроградность. Так вот, Нептун возвращает нам некоторые ситуации, особенно те, которые были связаны с противоречиями, с тайной, может быть нашей, может быть и чьей-то, внутренними страхами. Это может стать как и днем прозрения, так и реальностью без оправданий. 22 сентября Венера, которая делала до этого прекрасным или была в прекрасном аспекте, она будет в сложном аспекте с квадрат с Плутоном. И Плутон меняет, реструктурирует, перестраивает наши статусы, личную жизнь, карьеру. И, конечно, у каждого в какой-то своей сфере жизни это будет заметно. Время формирования новых целей, отказа от того, что отжило и не может быть продолжено. Прошлое словно заставляет нас разобраться с ним. И к середине где-то октября вот эти энергии, они нас приводят к тому, что мы точно знаем уже свои приоритеты. Какая-то путаница, она постепенно будет уходить. Для нас это будет непросто, потому что еще и Лилит в весах сделает акцент как раз на той сфере жизни, где вы ходите по кругу. Отсюда и повторение какой-то ситуации, или словно мы находим одни и те же грабли. А с учетом того, что как раз Хирон, символ израненного целителя, по 27-й год, начало года, как раз в вашем знаке зодиака Овен. Правда, выход из повторяющегося сценария. С чем-то мы будем определяться. Но давайте мы спросим у карт, потому что период достаточно долгий. Я же вас приглашаю заглянуть в инфобокс. Я там оставлю ссылки, как и на свой сайт, статьи. Есть статьи по психологии, есть у меня и планетарные гороскопы. Оставлю ссылки на плейлисты к видео на канале YouTube. Выбирайте, читайте. Никогда не знаешь, откуда придет подсказка. Итак, вторая половина сентября. Неожиданности и сюрпризы. Мы смотрим сначала на пасьянсе. Я его когда создавала, я так и назвала «Неожиданности и сюрпризы». Буду благодарна и очень благодарна уже по тем комментариям, которые вы мне написали по первому как бы дебюту этого пасьянса. И понятно, что мне очень интересно, как это совпадает с вашей реальной жизнью или как вы чувствуете. Поэтому откликнитесь, мои дорогие овны. Расскажите, что в вашей жизни нас происходит или насколько вам близок, может быть, как душой этот расклад, насколько он откликается. Смотрим, если я что-то тоже пропускаю, вы мне пишите. Какие же неожиданности и сюрпризы. Какие-то оформления могут быть или вопросы, связанные с документами, или вы можете отправиться в инстанции, причем самые разные могут быть учреждения. Именно вот это значение дома, такое
В классическом стиле означает как и банки, так и какие-то организации, высоких чиновников, или когда мы что-то согласовываем, упорядочиваем. И планетарно даже мы можем пересматривать некоторые контракты, договоры. А посмотрите, у вас выпадают часы, и это символ перемен. Может быть, важные какие-то бумаги вы получите. Или как раз умеете что-то в чем-то расставить словно по местам. Создать этот самый документ. Посмотрите, как здорово. У вас совпадает золотая рыбка. И рыба – это, безусловно, символ денег, благополучия, благосостояния. Когда у нас, в принципе, все хорошо. Поэтому какие-то очень важные действительно могут быть согласования, которые будут важны и на последующий период времени, может быть, как минимум на 2 года. Вы сумеете оформить. У кого-то это будет касаться личной жизни, у кого-то, ну, может быть, вашего конкретно места проживания, с чем-то вы определяетесь. Или это вопросы работы, вопросы, опять же, с банками. Знаете, все должно согласовываться с законом, потому что официальное учреждение уже предполагает какой-то регламент. И если где-то вы идете по тому фарватеру, который предусматривает какое-то правило или закон, например, то тогда как будто нет противоречий, и тогда быстрее какое-то дело решается. Согласны мы, не согласны. Здесь Нептун как раз может нас немножко сбивать с толку, потому что, если мы сказали лунное затмение в рыбах, управитель рыб как раз и Нептун. И эта ретроградность, она не только на сентябрь, это продолжится до 7 декабря, и вполне вероятно, ну, что-то основополагающее, или это пусть это будет как ваше решение, вы с этим определитесь. Но где-то может быть и продолжено, как согласование. Могут быть новые знакомства, и буквально, когда вы отправитесь либо в какое-то учреждение, либо вы будете в каком-то новом коллективе. Хотя про коллектив как бы нам тут не говорят, но официальное учреждение, это вы можете быть, ну, в какой-то другой обстановке, не дома. И так тоже может означать. Смотрю, что у вас совпало еще. Посмотрю еще повнимательней. Возможно, я что-то пропустила. И помимо лица, вот в этом квадрате у вас еще совпадает корона, символ власти. И правда, где-то она может говорить о том, что с одной стороны, это у вас какое-то дело может получиться. Если мы проходим по цепочке развития какой-то ситуации, или когда мы согласовываем где-то настойчиво и в таком спокойном, я бы сказала, даже ритме, то тогда вы просто сможете прочувствовать, что ведь правда, мне какие-то более спокойные, уравновешенные энергии могут помогать. Почему я говорю о спокойствии? Потому что где-то вот это значение дома, оно подразумевает какой-то регламент. А регламент – это не спешка. Безусловно, корона, как символ власти, еще и говорит о том, что мы против власти не идем. Мы не, ну, где-то больше настроены на то, чтобы согласование какого-то получить. Или скорее договориться, или найти пусть даже какое-то среднее арифметическое или Соломоново решение, но чтобы не было конфликта. И правда, я должна сказать, мои дорогие овны, нет конфликта ни по одной из выпавших значений или карт. И я уже просмотрела несколько раз. И если мы складываем те карты, которые у нас вот в нижнем ряду оказались по бокам, по краям, то тогда у нас выпадает вот это значение. Иногда мы смотрим, положу так. И эта пара, это та пара,
когда не новое какое-то знакомство, а те отношения, которые у вас есть. Может быть, вот этот поход по инстанциям как раз и будет означать, что вы будете что-то согласовывать, решать, определять для себя. Но это все к большему к пониманию, что же есть в данный момент в реальности, и для того, чтобы, правда, может быть, документально прояснить некоторые вопросы и у кого-то поставить точку или наоборот открыть, перевернуть новую страницу жизни. Безусловно, здесь у каждого по-своему. И на колоде карт Королевского Таро мы зададим такой вопрос. В чем ваша сила? Какие энергии вам будут помогать? В чем ваша сила, мои дорогие овны? А вот посмотрите, король Пентаклей, он великий консерватор. Вот в некотором консерватизме, в спокойствии, когда вы себе не вредите. Король Пентаклей, он более продуманный, наверное. Вот тот Меркурий в Деве, о котором я сказала еще до нашего расклада, он буквально вам будет помогать где-то уравновешивать свои энергии, эмоции. Быть практиком, но не тем практиком, который что-то доказывает, а который как раз он больше строит свое благополучие. Он обходит какие-то острые углы или стремится к тому, чтобы неразрешимые вопросы были решены. Или если это уже действительно что-то не имеет смысла продолжать, тогда он это оставляет. Поэтому будьте реалистом. И, кстати, про спокойствие я говорила, действительно, спокойствие ваше внутреннее состояние, умение видеть, что же есть в реальности, это вам помогает. В этом ваша сила. Вот такие энергии. События, которые меняют вашу жизнь. Что может быть? Какое-то ожидание, тоже энергия короля Пентаклей. Или когда то дело, которым вы долгое время, мои дорогие, занимались, оно как раз может быть закончено. Может быть, вот этот период ожидания на вас как раз или на вашу жизнь влияет таким образом, что вы бы хотели, может быть, прежде, может быть, месяц, два, три тому назад осуществить что-то быстро. Но быстро не получалось, опять же, или из-за закона, или из-за каких-то положений. Но за этот период времени вы уже настолько передумали многое, переосмыслили, и словно этот период вам помог с чем-то разобраться. И у кого-то здесь может быть как смена направлений. Или, кто знает, по этой карте вы могли чему-то, ну, как будто ждать, да, какого-то результата. Может быть, это были какие-то прежде начинания. И здесь тогда вот где-то выдержка, терпение. Это будет ваша сильная сторона. Давайте я еще одну карту достану. Что же вас меняет вашу жизнь? Ну, может быть, вот эта выдержка, терпения для кого-то совершенно необходима в личной жизни, потому что рыцарь кубков, может быть, то, что не получалось у вас осуществить, как какой-то союз, здесь вы примете решение быть вместе. Может такое вполне. Или кого-то из вас, как меняется жизнь. Здесь может быть и так. Раньше вы поддавались уже рыцарь кубков про личную жизнь, про комплименты, про наше вдохновение, про бабочки в животе, где-то и не без этого. Так вот, если мы спросили, как это меняет именно вашу жизнь, как воздействует, то вот это спокойствие вас теперь учит, как будто не поддаваться импульсу. Может быть, и даже в личной жизни. Быть большим прагматиком, больше смотреть, насколько человек надежен. Вот элемент надежности, ведь пентакли у нас по семерке пентаклей растут на дереве. И король пентаклей это тоже хоть и консерватор, но это надежный человек. Вот где-то вокруг надежности, будь то дела, будь то бизнес, будь то деньги, или ваше окружение, или ваша личная жизнь, фокус на надежных людей. Событие, которое меняет лично вас или заставляет измениться. Победа. Может быть, это вы приходите к выводу, что да, у вас что-то получается оформить, согласовать, решить. Но расслабиться я не могу. Иначе, как только я расслаблюсь, все пойдет наперекосяк. Оставаться где-то вот в таких энергиях, спокойных, не торопить себя, не поддаваться первому импульсу. Или все то, что вы использовали при какой-то победе. Вот такие энергии вас как и меняют. У кого-то может быть и смена статуса, вполне вероятно. И здесь у каждого по-своему. Но это все идет больше надежности, к большей уверенности. Может быть, вы даже, ну, где-то, если мы говорим, вторая половина сентября месяца,
с учетом как раз лунного затмения или какие-то тайны. Здесь вы можете столкнуться, мы все можем столкнуться со странным поведением людей, и мы можем столкнуться где-то и с агрессивным поведением людей. У кого-то могут быть психоэмоциональное такое, как всплеск, да, какое-то разочарование. Но это все ведет к тому, что мы лучше видим какую-то реальность. И не хочется в чем-то ошибаться. И есть вот та реальность, которая без объяснений, без какой-то альтернативы. И нам важно это принять, от этого оттолкнуться. Потому что какой-то последующий период, который достаточно долгий, будет и зависеть наше как раз благополучие, вот эта рыба, от того, как мы что-то сделаем на практике. Перемены у вас как будто на пороге, мои дорогие овны. Совет давайте мы спросим у оракула ангелов для вас. Вот тоже, кстати, мы говорили про ожидание, как будто оно вас могло натренировать или открыть перед вами самими новые энергии. И здесь нам снова говорит: подожди, не торопись. Имеется в виду, это не значит, что бесплодное ожидание или пустые надежды, я всегда об этом говорю. У нас выпадает первое значение как раз официального учреждения, поэтому, как я уже сказала, есть какой-то регламент. Пройти ступенчато по какой-то, ну, вот такому жизненному пути или для того, чтобы оформить и документы определиться с чем-то для вас совершенно необходимо. Вам помогает как и собственная неспешка и не действовать по импульсу, так и буквально, даже если есть какие-то задержки, для вас они как будто помогают, в помощь идут. Поэтому не пытайтесь что-то ускорить. Вот нам все карты об этом, потому что в конечном итоге все равно победа за вами. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Вот такая вторая половина месяца для вашего знака зодиака, по крайней мере, так видят карты. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.